Здравствуй, случайный зритель. Ты находишься на канале УДЭМ, а это значит, что пришло время нового обзора на новеллу. После ваших многочисленных просьб сделать обзор на Доки Доки, я таки решил сжалиться и приурочить его к выходу его ремейка Доки Доки Literature Club Plus. Однако зачем нам буржуйские ремейки для игры 4-летней давности, когда есть фанатский ремейк, который мне посоветовал установить друг. Называется он Доки Доки, а Normal Novel, что как бы намекает, каким говном получился оригинал. Без лишних предисловий, начнем обзор. Игра начинается с того, что ГГ, пусть и не на морозе, ждет девушку. Это Сайори, подруга детства ГГ. В отличие от Катавы, здесь главный герой не получает сразу же признание в любви, а просто идет в школу вместе с подругой. По дороге Сайори стыдит ГГ за то, что он не находится в клубе, пидорас такой, а после школы идет и тащит его в свой, под предлогом «пошли кексиков покушаем». Клуб Сайори, кстати, литературный клуб, тот самый, давший название оригинальной игре. Там он знакомится с несколькими девушками, розоволосой Лолей Нацуки, Юри, Дандере с фиолетовыми волосами и Моникой, президентом клуба без особых выдающихся качеств. Нацуки угощает нас кексиками, а все остальные девушки уже начинают строить на нас свои планы. Но так как ГГ ленивый мудак, он говорит всем, что мол, а я не говорил, что вступлю в ваш клуб, бе-бе-бе. Женщины от таких заявлений коллективно расстраиваются, а главный герой оказывается симпом и все-таки вступает. За разговором о книгах, которые ГГ не читает, он узнает о том, что Юри и Нацуки пишут свои недостихи, но отказываются их показывать, ибо дохуя стеснительные. Моника, услышав это, решает проблему ультимативно, заставляет всех дома написать по стиху и всем показать, и завершает собрание клуба. Через написание стиха, кстати, в первой половине игры реализованы выборы. Игрок выбирает слова, которые понравятся той или иной девочке, и на следующий день происходит некое событие с участием этой девочки, как бы абсурдно это ни звучало с точки зрения чего угодно кроме игромиха. Так как я, типичный ценитель лоли, выбираем Нацуки. Написание стишка с милыми словами заставляет Нацуки начать переставлять свою мангу. За помощью этим девочка дает нам привилегию почитать эту мангу с ней. Это оказывается заебатой повседневка ромком. Все-таки я не прогадал с выбором девочки. После этого мы показываем всем вокруг свой стих и наблюдаем, как из-за различий в стилях Юри и Нацуки устраивают срач. До метания боевых картинок со свиньями не доходит, но все же осадок остается. На следующий день стишок для Нацуки заставляет Монику переставить мангу Нацуки на верхнюю полку, и нам приходится держать ей стул, пока она достает свои смешные книжки, про которые где-то есть песня. Повторяем рутину с показом стишка всем вокруг и зачитываем смешные стишки для рекламы своего клуба на фестивале. На следующий день смешных похождений с Нацуки не будет. Сайори пришла очень грустной, будто хуй сосала невкусный. Нацуки нам сочувствует, но весомого ничего поделать она не может. В этот же день мы можем сделать роковой выбор, от которого будет зависеть вся дальнейшая игра, кому из девочек мы будем помогать. По очевидным причинам я выбираю Нацуки, но вы можете выбрать кого угодно, ведь мой пересказ сюжета окончен, а цель этого обзора — мотивировать вас поиграть в игру. В основном музыка здесь довольно неплохая, а особо заебаты тема главного меню. Откуда столько денег у этого пидораса? Все это лишь заслуга эндов Медаса. И музыка во время написания стишков. За эти два трека игра получает крепкие 4 балла из 5. В хорошей концовке каждого рута случается сексик,
но нам его не показывают, и на этом моменте игра просто заканчивается, и нас отправляют в главное меню. Довольно-таки Eternity придется переиздать его топ-10 клиффхенгеров. Сама игра вполне себе неплоха, хотя плохие концовки каждого рута являются просто урезанной версией хорошей, где девочка просто не приходит потусить в последний день. Однако у игры ужасный фандом. Они придумали игре дополнительные 3 акта, в которые происходит пиздец, хотя 3-й акт, где мы просто базарим с Моникой, мне нравится. Нечто похожее творилось с Дизбелев, Папирусом из Дуртейла и Трики из мода к Friday Night Fucking, которым неравнодушные люди приделывали новые фазы. В любом случае, несмотря на странный фандом, сама игра прикольная и ее стоит заценить.